Первое видео в Америке я начинал с беговой дорожки, а сейчас мы проехали Канзас, Небраску, добрались до Южной Дакоты, и нас здесь ждал сюрприз. В гостинице есть бассейн, и поэтому с беговой дорожки переходим на плавание. Сегодня нас ждет тоже напряженный день. Мы побываем уже на очень интересной ферме в Южной Дакоте и переедем на научно-исследовательскую ферму, где работает Бэк. Поэтому день напряженный, надо к нему хорошо подготовиться, и поэтому мы начинаем, как всегда, со здорового образа жизни. Здесь как по красной дорожке проходишь. Всем приветствую. To begin, I thought we would tell a little of the story of this place, because it's a strange place. Я бы хотела начать с истории этого места, так как место достаточно странное. We are a research farm in regenerative agriculture. Мы являемся исследовательской фермой в сфере регенеративного сельского хозяйства. And regenerative agriculture focuses on soil health and biodiversity conservation. Регенеративное сельское хозяйство, получается, оно у нас сфокусировано на биоразнообразии и здоровье почвы. As well as producing nutritious food profitably. И также сконцентрировано на производстве пищи и для того, чтобы получать экономическую выгоду. Okay. So, what is the background? What is some background of this place? Немного истории об этого места. So this is our planet, right? This is our planet. Это наша планета. It's a beautiful place, right? Замечательное место. But we're facing some serious challenges right now. Но сейчас перед нами стоят несколько достаточно сложных задач. Climates are changing. Так как климат подвергается серьезному изменению. In the U.S., we're seeing problems with human health, things like food allergies, food intolerances, things like this. И в США мы часто сталкиваемся с такими проблемами здоровья у людей, как пищевая аллергия, непереносимость чего-либо. Pollution, civil unrest, Да, загрязнение получается. and declines in biodiversity. These are some of the central issues that our planet are facing right now. Это Okay? как раз те проблемы, с которыми наша планета сталкивается в данный момент. Meanwhile, agroecosystems now occupy 35% of the land surface of our planet. Агроэкосистемы занимают в среднем около 35% нашей планеты. And they've become very simplified. Okay? И все они становятся тенденция к упрощению. This gives us great opportunities for solving planetary scale problems using our food production system. И использование наших пищевых систем по производству пищи как раз одна из возможностей, которая может помочь решить данные проблемы. Crazy, right? Но это странно, звучит достаточно странно, правильно? But necessary if we're going to survive, right? Но если мы хотим выжить, это суровая необходимость. So, for 11 years, I was a scientist with the federal government, with the Department of Agriculture. 11 лет я работал ученым в Министерстве сельского хозяйства США. I was named one of the top young scientists in the country. I got to meet the president in the White House. Я был одним из самых молодых ученых. Я встречался даже с президентом США в Белом доме. I was doing everything right. Потому что я все делал верно. I had graduate students. I had research publications. I had millions in grants. Я помогал студентам выпуститься. Я проводил исследования, получал много грантов. I advised the government and what they should do about pesticides and things like this, right? И я давал советы
правительству по поводу того, что они должны делать, как следует использовать пестициды, ну и так далее. But then we started asking the wrong questions. Но затем они начали задавать неправильные вопросы. We started asking about the ecological safety of pesticides and genetically modified crops. Они начали интересоваться экологической безопасностью пестицидов и ГМО продуктов. We started asking whether a simplified food production system was the right answer. И мы начали отвечать, может быть, как раз именно упрощенная система является ответом на данный вопрос. And and at the same time, we changed the way that we were communicating. I changed the way that I was communicating to farmers that led to farmers actually being able to understand what I was trying to say. И в то же самое время я изменил свою манеру общения Scientists are really bad at that. с фермерами для того, чтобы они попытались понять. Им было проще понять то, что я хочу до них донести. At the same time, I started to meet farmers that were really changing things. People that you guys are going to meet on your tour, right? И в то же самое время я начал встречаться с фермерами, которые меняли свой взгляд на сельское хозяйство. Это как раз те самые люди, с которыми вы сталкиваетесь в данной поездке. These farmers, what they were doing that was so crazy is То, что они делали, все это было достаточно странно, можно сказать даже crazy. Сумасшедшие вещи, да, они делали сумасшедшие вещи. is that they were abandoning many of their inputs, like insecticides. То есть они не использовали большое количество инсектицидов, старались наоборот от этого отойти. And they were increasing the diversity of their operations. То есть они увеличивали разнообразие действий на ферме. And they were very successful when they shouldn't have been. Их действия были крайне успешными, хотя это было достаточно неожидаемо. At the same time, the beekeepers were beginning to lose their bees. И в то же самое время люди, которые держали пчел, количество пчел начало катастрофически сокращаться. And they were convinced that pesticides were a part of the problem. И они были убеждены в том, что именно пестициды являются основной проблемой. But the science said no. The science said pesticides are not an issue, right? Но наука утверждала обратное. Они говорили, что нет, пестициды совершенно ни при чем. So we started to conduct the science that would support the farmers and the beekeepers, their stories in what they were seeing in the environment. И поэтому мы, как ученые, начали проводить исследования, которые бы подтвердили выводы именно этих фермеров, которые занимались данным вопросом. And everything changed for us. И результаты, которые мы получили, они изменили наш взгляд на данную ситуацию. Instead of being the golden boy of the government's agriculture, we became problem number one. И вместо того, чтобы быть любимчиками правительства, мы стали их главной проблемой. And the government began to suppress the science that the farmers and the beekeepers were paying to have done. И мы начали испытывать давление со стороны правительства в том, что нам следует делать. So this question of why becomes very important. Поэтому самый главный вопрос – почему? For us as well as for you. И для нас, и также и для вас, конечно. We called it out. We said, this is not okay. Но мы пытались донести до них, что это неправильная ситуация, неправильная. And at that point, I decided that to help the farmers and the beekeepers, I could no longer be a federal employee. И я стал перед выбором. Либо я работаю на правительство, либо я меняю свою жизнь. И в данном случае я смогу помочь фермерам и тем фермерам, у кого пасеки. And so I quit
И And we поэтому started something totally different. мне пришлось уволиться и начать жить совершенно другой жизнью. We started Blue Dasher Farm. Here you are, right here. И поэтому мы основали эту ферму. Ферма называется Blue Dasher. Blue Dasher это разновидность стрекозы. Да. Вот как раз на карте сейчас вы можете увидеть, где мы находимся. This is going to be the first in what we plan as a national network to focus on regenerating our food production systems. Получается, это первое место, которое мы создали, но мы бы хотели, чтобы это стало мировой сетью. То есть несколько мы таких пунктов хотели бы иметь. Oh, that's a really dark picture. Темная фотография достаточно. In the beginning, there was a house, 3 bare buildings, 25 acres of perennial grass, and 28 acres of native prairie. Все, что у нас было в начале, это дом, 3 пустых здания, 25 акров многолетних злаков и 28 акров у нас было орошаемых земель и прерий. And native prairie is very rare right now. It's a gem. И сейчас прерии, они важны. Очень редкий. A treasure. Прерии сейчас являются ценностью, так как нетронутые земли уже практически нигде нельзя встретить. The goals of what we decided to pursue Наши цели, которые мы решили преследовать, was to work directly with farmers like the ones you guys are going to be visiting. это работать напрямую с фермерами, как раз с теми ребятами, с которыми вы сталкиваетесь в течение данного проекта. And conduct the scientific research that they need to keep innovating our food system. И проводить как раз те исследования, которые помогут им в их работе. Traditional farmers don't need our help yet. Но, They have infrastructure. но, как вы понимаете, фермеры, которые занимаются традиционной обработкой, им наша помощь, естественно, не требуется, так как вся инфраструктура, которая есть, она направлена именно на них, на их работу. So science is one of the most important things that we're doing here. Поэтому наука, соответственно, исследование, это одно из самых важных направлений, которыми мы здесь занимаемся. Education is our next mandate. Следующее – это образование, образовательная программа. Both of scientists as well as farmers in systems level thinking. Мы стараемся дать новые знания как ученым, так и фермерам, для того, чтобы они могли мыслить по-новому уже на другом уровне. But what makes us very unique is that we are not only doing the science and talking about the principles, Но то, что делает нас уникальными, отличными от других, это не только то, что мы занимаемся наукой, но but we are also supporting ourselves using the farm here we're using the farm to support the research itself. но и то, что мы используем нашу ферму для того, чтобы оказать, так сказать, и научную, и экономическую поддержку самим себе. So we are tying our own success to the fact that these principles work. То есть мы сами себе доказываем, что принципы, которыми мы руководствуемся, они работают. To start this, we reached out to the farmers and the beekeepers around the world and asked for donations. They crowdfunded a research facility in regenerative ag. Для того, чтобы основать это все, нам пришлось связаться с фермерами, которые заинтересованы в данных вопросах по всему миру, и мы собирали с миру по нитке для того, чтобы все это попробовать организовать. For this reason, we do not have the same strings attached to our science from large corporations or from federal policies. Но большой плюс в том, что мы ни с кем не связаны, ни с федеральным правительством, ни с какими-либо крупными корпорациями, мы независимы. All right. Number one, the research facility. This is what you're seeing right now. This is where you are. То, что вы видите на
данных изображениях это как раз то место, где мы сейчас все находимся. And this is what it looked like. И вот посмотрите, как это выглядело в самом начале. It was a dog kennel and a milking parlor. И это было стойбище, получается, для коров и для собак. Yep. And we turned it into a world-class research facility. И мы сделали, из того, что было, мы сделали первоклассную исследовательскую организацию. Everything that you see here is stuff that we built right here. Все, что вы видите здесь, это все построено нами. And through the help of our support network in the community. И, конечно, с помощью того сообщества, которое нас поддерживает. All of our scientific equipment we either had donated to us, we built it ourselves with our own hands. Все оборудование, которое у нас есть, либо мы сделали сами своими собственными руками, либо оно было нам кем-либо пожертвовано. We purchased other people's trash and made it work. То есть мы брали то, что людям не нужно, и переделывали это под себя, заставляли это работать для себя. And for the microbiological side, we had purchased new material. Но то, что касается, конечно, биологических исследований, тут нам пришлось покупать новое оборудование. Our projects work on regenerating rangeland through holistic management of cattle. Наши исследования проходили на пахотных землях для выпаса. Diversifying cropland, which you'll see here put into practice. Мы разнообразили оборот на наших пахотных землях. And we're working on saving the bees. И также наша задача это сохранение популяции пчел. None of this would be possible if we did not have such an amazing group of young scientists and helpers here, and those in the back as well, have made this possible, okay? Но все это было бы невозможно, если бы у меня не было такой замечательной команды. Вот посмотрите, здесь и еще сзади ребята, они мне очень помогают. And beekeepers last year alone. В течение прошлого года у нас было 5200 встреч с теми людьми, то есть у нас было 5200 посетителей. That rivals any university program I've seen. Это больше, чем, в принципе, любая университетская программа, которую я когда-либо видел. We've traveled the world to preach the message of regenerative farming. И мы путешествуем по всему миру для того, чтобы познакомить людей с тем, что такое регенеративное хозяйство. Our graduate students, the next generation of scientists, И следующее поколение исследователей are all nationally recognized for their expertise. Все они национально признаны. They're being trained in systems level thinking and problem solving, applied research. То есть все они уже проходили обучение по системам, которые их заставляют думать по-другому. We also are trying to develop a curriculum Также мы стараемся проводить различные беседы, in order to help train farmers and beekeepers in regenerative systems. для того, чтобы передать людям новые знания по регенеративному хозяйству, по новым фермерским системам и так далее. So the final component of our operation И финальный компонент, конечный компонент наших действий здесь is the farm. это ферма. 53 acres, 53 акра, which is small. и это очень мало. But there is a whole generation of young farmers Но тут целое поколение молодых фермеров, who would love to farm but can't afford the land. которые бы хотели заниматься фермерством, но они не могут позволить себе приобрести землю. So they need to know how to make a living off of 100 acres or less. Поэтому им просто необходимо знать, как работать на площади менее чем 100 акров.
In our last year, we made $500 per acre. В прошлом году мы заработали около $500 в соотношении на акр земли. This year, we hope to make $2,000 per acre. И в этом году мы надеемся, что данные цифры поднимутся до $2000 на акр. The national average for corn production in 2016 was a $27 per acre loss. В прошлом году, получается, национальная цена на кукурузу была на $27 меньше. Да, то есть сработали они в убыток. All of our equipment is new, but only to us. Все наше оборудование, оно It is- новое только для нас. We bought all of the equipment that we need, a tractor, a seed drill, combine. Мы купили все оборудование, которое нам необходимо. Сеялка, рядовая сеялка, комбайн. All for $50,000 or less. И все это было куплено менее чем за $50,000. Many farmers in the U.S. complain because they say they can't farm regeneratively. Многие фермеры в США жалуются, что они не могут вести свое хозяйство, сделать его регенеративным. Because the equipment is too expensive. Потому что оборудование, которое для этого требуется, оно слишком дорогое. That's not true. Но это не является правдой. This is our cropland, how it began. 12 years of perennial grass. Вот так выглядели наши земли, на которых мы работаем. Это 20 акров многолетних злаков. We had to burn the prairie. И у нас была необходимость сжечь то, что находилось на прерии. And then we had to take and drag all of the sticks and stumps off of the ground. И затем нам нужно было удалить все эти остатки, все эти палки из земли. Because it punctured our tires on our tractors. Потому что, как вы понимаете, это травмировало шины на оборудование. All right. Our annual crops, Это наши однолетние. we have культуры. 12 acres planted. 20. We grow high value seed crops. У нас получается ценные культуры, For cover crops, conservation, for farmers to diversify their cropland. которые мы использовали для покровных культур, для того, чтобы разнообразить севооборот. We never till. Мы никогда не проводили обработку. That is a central premise behind regenerative farming. И это, так сказать, центральная мысль, основа регенеративного сельского хозяйства. Diversity is the key. И также, конечно, биоразнообразие. Our crops this year is Phacelia. То, что мы засеивали в этом году, это фасолия. We are growing it for seed. I estimate we'll have $300 per acre. Мы выращиваем ее на семена, и думаю, что мы заработаем где-то $300 на акре. And I estimate, and then we also grow this for honey production. И также на мед, соответственно, надеемся заработать и на этом. So and then those are the estimates that we're hoping to achieve. Our next crop is sweet clover. Наша следующая культура – это разновидность клевера, сладкий клевер. Our products are seed, Это семена. $1,200 per acre. We are grazing it with lambs, Мы выпасаем здесь овец and we're producing honey off of it. и также используем для того, чтобы здесь пчелы были. The last crop is called borage. Следующее у нас это борщ. You can't eat that, Alex. It's so big and gorgeous. We're growing this for seed Также and honey. семена и мед то же самое. Last year, I lost my entire borage seed crop. В прошлом году, к сожалению, я потерял весь урожай семян данной культуры. But I made more money than my neighbors Но, тем не менее, я все равно заработал больше денег, чем мои соседи. because I grew honey on the same crop. Потому что мы еще получили мед с данной культуры. How often do you lose a crop, an entire crop, and still make money?
Как часто вы можете похвалиться тем, что вы потеряли весь урожай, но тем не менее вы все равно в прибыли? The answer is all the time when you farm regeneratively. И правильный ответ каждый раз, если вы работаете в регенеративном сельском хозяйстве. Perennial crops are the next aspect of this farm. We're producing fruit and nuts. И следующее это многолетники. Мы выращиваем фрукты и орехи. But also honey and grazing. Но также мед и выпас. Honey production is a major component of what we do. Производство меда это основной компонент нашей работы. Currently we have 100 bees. И в настоящее время у нас около 100 ульев. Our goal is to try to keep them alive. И наша цель, чтобы это количество не уменьшилось, чтобы пчелы оставались живыми. It's not easy. Но, к сожалению, это нелегко. We are also producing livestock. Livestock is a critical component of regenerative systems. Также мы держим скот, и скот является крайне важным компонентом регенеративного сельского хозяйства. Poultry for eggs and meat. Мы получаем яйца, мы получаем мясо. And insecticides, or insect control. И плюсом к этому у нас идет контроль насекомых. Hair sheep for meat and weed control. Овцы, которые у нас используются на мясо и контроль сорняков. And next year we're hoping to get pork into the mix. И I don't think it'll happen this year. в следующем году мы планируем добавить еще свиней для выращивания свиней на мясо. How do we keep our science independent so that the farmers are getting the truth and the beekeepers get the truth? Вопрос в том, как же нам удается оставаться независимыми и для того, чтобы фермеры получали правильную информацию, не искаженную. Through donations? Мы получаем, люди жертвуют деньги для того, чтобы мы оставались независимыми. Scientific research grants? Получаем гранты. Farm revenue, and that sets us apart from many other places. Также мы получаем прибыль с фермы. And education funds. И получаем также какие-то дотации из образовательных фондов. We've learned many, many lessons. Мы за это время мы выучили Always put the shelves, put extra screws in shelves. для того, чтобы заполнить, так сказать, пробелы. Tractors are very unforgiving, and they will destroy barns with very little velocity, right? У нас было много чего разрушено, оборудование было у нас не в лучшем состоянии. Трактор у нас врезался в ангар. And we end up spending a lot of time fixing things. И нам потребовалось достаточно большое количество времени для того, чтобы привести все в порядок. But the reason that we are able to be here and be successful is because hundreds of people from all over the world, that's a lot. Но все-таки мы здесь, и это потому, что сотни людей со всего мира хотят этого. Have come to help. И они приехали для того, чтобы помочь нам. So 1 year ago, I started here. I was a scientist and a husband and a father. Когда я все это начинал, я был одновременно и ученым, и мужем, и отцом. And I was good at it. И я преуспевал во всем. This is where I wanted to be. Но хотел бы я быть фермером и заниматься пчелами. But what I didn't know is that I had, in order to be that, I also had to become all of these things. Но то, чего я не знал, с чем мне пришлось столкнуться, то, что я должен был освоить еще достаточно длинный список профессий, совмещать. That's a long list. So the question that we are challenged with is why? Опять же, вопрос, с которым мы сталкиваемся, почему? Why are you here? Why did you come to North America? Почему вы здесь? Почему вы приехали в Северную Америку? Is it to make money? Для того, чтобы заработать деньги? Is it to grow large acreages of a single crop? Для того, чтобы
выращивать огромную площадь монокультур. What drives you? Что вами движет? What gets you awake in the morning? Is it those things? Что заставляет вас просыпаться утром? For me, I've had to ask this question many times. Что касается меня, уже много раз я отвечала на данный вопрос. I believe that we are facing many challenges. Я верю в то, что мы сталкиваемся постоянно с различными проблемами. And that the status quo is not good enough anymore. И ответов у меня пока еще нет у меня ответов на это все. So many people talk about changing. Очень многие люди обсуждают данные изменения. But what we need now is bold action. Но то, что требуется сейчас, нужно действовать. So the future relies on the people in this room. Поэтому, как я думаю, будущее зависит от тех людей, которые сейчас находятся в данной комнате. Many people have helped us. Many people have helped. Очень многие люди помогают нам, помогали и помогают. If you would like to know more, follow us on Facebook, Twitter, and these are our websites. Если вам будет интересно получить больше информации, вы можете присоединиться к нам на Фейсбуке. Вот, пожалуйста, это наш сайт. Все можно узнать здесь. Ecdysis means metamorphosis. Ecdysis означает метаморфоза, то есть изменение. Shedding the old skin. То есть изменение, то есть сбросьте старую кожу. Blue dasher is a dragonfly, Blue dasher это разновидность стрекозы, which is a cool bug. что является разновидностью насекомых. Thank you, and we can now go and see this place that you've just learned about. Спасибо за то, что вы просмотрели презентацию, а сейчас мы уже выйдем и продолжим осмотр. All right. Вам повезло. I'll clap for that. Thank you. Yeah. All right. Мы рады, Let's bring them за through, такое and then we желание, can мы come рады back видеть here and что-нибудь, maybe we can talk more. кроме сои и кукурузы. So we're gonna go through. Okay. Follow me. The Blue Dasher journey begins.